Привет, мои дорогие! Начну эти новости с выступления Путина, которое немножечко подрезало BBC, но он называет там европейцев подсвинками, ну и делает некоторые тоже заявления интересные. Вот. Начну это видео с этого, и потом вот все интересные не то что заявления, а принятие решений Европы. Также Стармер хочет отжать деньги у Абрамовича, ну и много чего интересного. Дорогие мои, могу подтормаживать немного, потому что новое оборудование, и пока к нему привыкну, то есть будут какие-то, там, непонятки, грубо говоря, поэтому простите заранее. Поехали. Европейские подсвинки, никакой цивилизации там нет, там только деградация все сплошная. Сразу же после развала Советского Союза, а тогда нам казалось, что мы очень быстро станем членами так называемой цивилизованной семьи европейских народов, вообще цивилизованной западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации там нет, там только деградация все сплошная. Но неважно, тогда казалось, что это хорошо. Прежняя администрация сознательно привела дело к вооруженному конфликту. И думаю, что понятно почему. Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят. А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны. Вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды. И попытаться взять реванш. Как теперь всем стало очевидным, все эти попытки и все эти деструктивные планы в отношении России полностью провалились. Полностью. Дорогие, что мне еще остается комментировать? Абсолютно ничего. Сейчас я вам буду читать то, что непосредственно делают сами европейские парламентарии. Тут очень много интересного в этом. Европейский парламент одобрил запрет на импорт российского газа большинством голосов. 500 против 120. По мнению европарламентариев, это важный шаг к энергонезависимости от России и существенная поддержка Украины. Вот вопрос, в чем существенная поддержка. Вот сейчас, да, будет поддержка, потому что, слушайте, подмена понятия. Лондон требует от Абрамовича передать Украине 2,5 миллиарда фунтов, вырученных от продажи Челси. Я честно хочу сказать, а при чем здесь вообще Абрамович к этому? И вот теперь маски снимаются, да? Кир Стармер заявил, что правительство страны формально одобрило передачу Украине 2,5 миллиардов фунтов, за которые российский миллиардер Роман Абрамович продал футбольный клуб Челси. Теперь перевод средств должен одобрить сам Абрамович. В противном случае власти Британии подадут на него в суд. Стармер заявил во время выступления в парламенте в среду, что средства от продажи Челси должны быть направлены в специальный фонд для Украины. Я хочу ясно сказать Абрамовичу: часы тикают, выполните свои обещания и заплатите прямо сейчас. А если вы этого не сделаете, мы готовы обратиться в суд и сделать так, чтобы каждый пенни получили люди, чьи жизни были разрушены путинской противозаконной войной, сказал Стармер. После вторжения России в Украину правительство Великобритании позволило Абрамовичу, в отношении которого были введены санкции за связь с Владимиром Путиным, продать Челси американскому бизнесмену Тодду Боуэлли и частная инвестиционная компания Clear Lake Capital. Эта сделка была одобрена при условии, что 2,5 миллиарда фунтов от продажи будут пожертвованы благотворительным организациям, которые помогают пострадавшим от войны в Украине. Или там разворовать эти деньги. После продажи клуба средства были направлены на специальный банковский счет и заморожены для дальнейших их передачи в специальный фонд для Украины. Эти средства не могут быть перемещены или использованы без лицензии британского казначейства. Теперь такая лицензия была выдана. Дорогие, что я могу вам сказать по этому поводу? Вы все сами прекрасно видите и понимаете, что это такое. Окей, сегодня Белоусов тоже делал заявление. Я сейчас вам их также поставлю для того, чтобы
Вы послушали, а потом прочитаю о достижениях российской армии на фронте. Ну, Путин об этом тоже говорил, он делал эти заявления. Поехали, послушаем. Дипломатические усилия по разрешению так называемого украинского конфликта. В то же время отчетливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима уклониться от решения этого вопроса. Речь идет о затягивании конфликта с расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Одновременно началась форсированная подготовка объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем, 2026 году. В связи с этим требуется и дальше навязывать противнику. Ну, полное заявление есть у меня в телеграм-канале. Я вам сейчас прочитаю, о чем он говорил непосредственно. Более 70% теплоэлектростанций и свыше 37% гидроэлектростанций Украины выведены из строя. Это заявил Белоусов. Там длинная была речь на расширенной коллегии Минобороны. По его словам, это снизило энергетические возможности Киева более чем в 2 раза. Он также озвучил следующие ключевые позиции. ВСУ заблокированы в Мирнограде. Угроза вторжения украинских войск в Белгородскую, Курскую, Брянскую области снижена за счет создания зоны безопасности в приграничных районах Украины. Взятие Купянска позволит расширить полосы безопасности в Харьковской области и снизить, внимание, угрозу обстрелов севера ЛНР. Группировка войск Днепра ведет бои на подступах к Орехову. Это Запорожская область, удерживает Днепропетровскую островную зону и отражает попытки десанта ВСУ на Тендровскую и Кимбурские косы. Политика стран Европы и НАТО создает предпосылы для продолжения военных действий в 2026 году. С августа 2025 года Россия достигла перелома в применении БПЛА, заявляет Белоусов. Войска России в 2 раза превосходят ВСУ по количеству беспилотников. План комплектования россиян на 2025 год выполнен. Ну, имеется в виду ВС-РФ. На службу по контракту поступило почти 410 тысяч граждан. Эффективность ПВО России при атаках ВСУ составляет в среднем 97%. Интенсивность атак украинских беспилотников с начала года резко возросла с 1500 дальних БПЛА в месяц до 3,7 тысяч. Ну, Молдавия подключилась, как я и говорил. Формирование войск беспилотных систем завершится в 2026 году, дорогие мои. Поехали дальше. Россия начала прицельно атаковать склады военной продукции. Это делает заявление непосредственно украинские работники этой военной продукции, вызвав проблемы с отгрузкой у трети оборонных предприятий Украины, заявляет эксперт Александр Коваленко. По его словам, несмотря на ущерб, причиненный обстрелами, предприятия штрафуют и судят за срыв поставок. Ситуация абсурдная. Предприятия, которые выполняют заказы для государства и оказываются под ударами, теряя производственную линию и подготовку продукции, не получают смягчений по обязательствам, а наоборот штрафуются за невыполнение заказов. Более того, треть оборонных предприятий сейчас вовлечены в судебные разбирательства по штрафным санкциям вместо того, чтобы заниматься производством военной продукции. Одно из таких предприятий, которое когда-то активно рекламировалось, теперь разрушено и утопает в судах, пишет Коваленко. Он также утверждает, что власти скрывают удары по оборонной промышленности, в то время как население чаще слышит о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре. Мы много слышим о ракетных ударах по энергетике, о том, что граждане страдают из-за отсутствия электроэнергии, воды и тепла, но практически не упоминаются удары по оборонно-промышленному комплексу страны. Это проблема, которая остается за пределами информационного поля, добавляет эксперт. Ну, дорогие мои, хочу сказать, что к нему нагрянет СБУ совсем скоро, бо они это специально скрывают только для того, чтобы Россия не понимала, что они попадают. Ну, типа Россия попадает. А он взял и типа развалил вообще все. Ну и теперь, конечно же, сейчас СБУшка к нему придет, скажет: здравствуй, а что это ты там квакал? Вот, а ну, иди к нам, иди сюда. Поехали. Сегодня Дони тоже делал заявление, сейчас послушаем его. Он говорил непосредственно про Стива Уиткофа. Я сейчас включаю, как обычно, видео, а потом уже перевод. Поехали. But Steve Witkoff was great. Jared Kushner was great. And, you know, Jared's a brilliant guy, we all know. But Steve's a great deal maker. But I noticed one thing about him. He had the greatest personality. He was a real estate guy in New York.
he knew less about rivers and meets and bounds in Russia and the various places he's working on. He knew nothing about it. But I recognized for 20 years, I've been dealing with everybody in New York. I said, Steve has the best personality. I have other guys that are great deal makers, but you have to go into World War III before the deal. We didn't want that. I said, everybody loves Steve. He's a great deal maker, but everybody loves him. And that's what turned out to be. People love Steve. And I think we're going to be pretty close. I mean, we're going to see. I thought the easiest war to settle would be Russia, Ukraine, because they have a good relationship with Putin. It would have never happened if I were president. That would have never, and it didn't happen for 4 years. Putin understood. Would have never, ever happened. But Steve has done a fantastic job. And Ну, дорогие мои, на Стива сливают очень много говна, и понятно, что Дони будет его поддерживать. Ну и хочу сказать, что труды Трампа видит Путин, оценивает и говорит, что действительно и МИД России видит, как они хотят стремиться к миру. Но это чуть-чуть попозже поговорим об этом тоже. Поехали. Президент Дональд Трамп публично оценил роль Стива Уиткофа в переговорах, заявив о приближении к результату по украинскому урегулированию и подчеркнул его личные качества как ключевой фактор переговорного процесса. По словам Трампа, Уиткоф изначально не имел профильного опыта в вопросах границ и региональной специфики, однако это не стало препятствием. Он был девелопером в сфере недвижимости в Нью-Йорке, он знал очень мало о реках, границах, земельных участках в России и других местах, над которыми он сейчас работает. Он вообще ничего об этом не знал, отметил президент США. Трамп акцентировал, что решающим фактором стала не техническая экспертиза, а личные качества переговорщиков. Я сказал, у Стива лучшая личность, он отличный переговорщик, но все его любят. Ну, почему он так сказал? Именно так все и оказалось. Люди любят Стива. Ну, это, знаете, это после вот этого вот дерьма, которое на Стива облили. По его словам, это позволило избежать избыточной конфронтации в переговорах. Президент США также поставил Уиткофа в один ряд с Джаредом Кушнером, подчеркнув их эффективность. Стив Уиткоф был великолепный и великолепен. Джаред Кушнер был великолепен. Но Стив великий переговорщик. Говоря о перспективах урегулирования, Трамп заявил: «И я думаю, что мы будем довольно близки к результату». При этом он вновь связал сам факт войны с периодом после президентства. Я думал, что самым легким конфликтом для меня будет урегулирование войны между Россией и Украиной. Этого никогда бы не было и никогда бы не произошло, если бы я был президентом. Ну и сегодня также Путин об этом говорил, что Трамп действительно, если бы был Трамп, этого бы не произошло. Завершая оценку, Трамп подчеркнул вклад Уиткофа в текущий процесс, но Стив проделал фантастическую работу, дорогие мои. Переходим дальше. Тут у нас интересная статья о львовском чуде, можно так сказать, экономическом. Украинские переселенцы возвращаются в опасные прифронтовые районы из-за дороговизны в тылу. Ну, вы понимаете, где. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, охватывающий период с 1 июля по 30 ноября 2025 года. Заявляется, что за время прифронтовые территории покинуло более 130 тысяч человек. После эвакуации переселенцы сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, более высокой стоимостью жизни в более безопасных районах, в частности, из-за высокой арендной платы, которую их доходы не могли покрыть. ООН указывает, что система размещения переселенцев в Украине не обеспечивает устойчивых решений. В докладе подчеркивается, что не все транзитные центры были доступными. При этом наблюдается серьезный дефицит доступного долгосрочного жилья. Кроме того, неправительственные организации, участвующие в эвакуации и размещении людей, продолжают сталкиваться с нехваткой финансирования и трудностями в поиске жилья, отвечающим по особым требованиям пожилых людей и лиц с инвалидностью. В результате, как отмечается в отчете, некоторые внутренние перемещенные лица рассматривали возможность возвращения или возвращались в небезопасные районы из-за отсутствия средств к существованию, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Я еще раз хочу повторить. Кучма.
Ему пофиг, как там люди, что там с людьми, где они там и хорошо ли у них там все или не очень, дорогие мои. Поехали дальше. У нас тут Нью-Йорк Таймс пишет о том, что США и европейские партнеры подготовили проекты 2 документов, предусматривающих их поддержку Украины после возможного заключения мирного соглашения, сообщает Нью-Йорк Таймс. Дорогие мои, я бы не стал в это верить. Один из ключевых пунктов – план по сокращению численности вооруженных сил Украины до мирового уровня 800 тысяч военнослужащих. Я вам потом Белецкого прочитаю, там тоже интересно именно. И также вспомните Залужного, который тоже говорил об этой, я не знаю, там, армии преступности. С 800 тысяч военнослужащих, соответствующими современными оснащениями и подготовкой. Документ содержит четкие механизмы предотвращения новых вторжений со стороны России, а также меры наказания в случае их повторения. Также в планах рассматривается участие европейских сил безопасности, которые смогут действовать на территории Украины, в частности, обеспечивая контроль над воздушными и морскими пространствами. Не будет мира, как видите. Вот видите, Нью-Йорк Таймс врет. Американцы ничего ни с чем не соглашались с европейцами. Это факт. Еще там сегодня 2 палаты проголосовало за то, чтобы Трамп подписал, там, обязан был подписать в 90 дней еще одни санкции на Россию. Отдельно предусмотрены инструменты взаимодействия США по выявлению возможных операций России под ложным флагом, которые, представляете, под ложным флагом, который Москва может использовать в качестве повода для возобновления конфликта. Да это британский стиль на самом деле. Это чистой воды британский стиль, когда их ловили на рынках в Ираке, где они подкладывали бомбу, переодетые в местных. Уже было такое. Это их стиль. Их. И потом там начинаются стычки и так далее. Окей, мы видели, да, ближайшие там 2 дня я рассказывал о том, как британцы возмущались, то там один какой-то там маршал, да, то Ми-6, и пугали тех же британцев, чтобы они готовились к войне с Россией. То, что Москва нападет на Лондон, они говорили, прямо на Лондон. Путин тоже говорил, что это полнейшая чушь, о чем они говорят, но все равно нужно готовиться к этому. Вот. Хотят, значит хотят. Путин тоже готов к этому. Окей, давайте сейчас поговорим, такой вольный спич сделаем по поводу Лукашенко и вот этих вот интересных движений со стороны Америки. Да? Вот к чему они? Давайте отмотаем к тому моменту, когда Лукашенко делал заявление по поводу Зеленского, что если Зеленский не пойдет на те мирные шаги, которые подписывал, точнее не подписывал, а оговаривал Путин в Анкоридже, да, вместе с Дональдом Трампом, то он останется без Украины. Конечно, Америка это услышала. И они сейчас всякими плюшками пытаются его подкупить. Для того, чтобы что? Для того, чтобы он не запустил со своей стороны через Черниговскую область, где все очень плохо. Да, понятно, там заминировано, но есть уже, понимаете, уже и дронами разминируют, и так далее. Да? То есть есть уже средства, с помощью которых можно быстро разминировать. И опять же, растяжка войск идет очень сильно. Мы видим, да, там на Запорожском направлении, там, на Днепропетровском направлении. Да? То есть идет сильная растяжка. То есть дает возможность, вот как Путин говорил, да, военным путем заберем эти земли, исторические земли. И вот они прекрасно это понимают, что он запустит с той стороны подготовленные войска российские, и они прорвутся аж до самого Киева. То есть отхватят огромный кусок. И вот поэтому они к нему там с калачами и всем остальным. Лукашенко же играет очень... Вот смотрите, западных журналистов к нему очень много едут, да. Лукашенко же играет тоже медиатора. Если они там пытаются быть медиаторами для Путина, для того, чтобы убедить и Российскую Федерацию на то, чтобы какие-то перемирия пойти и так далее, при этом там заголовками общаются, то есть до сих пор не получил никто соглашение между европейцами, украинцами и американцами. Я имею в виду в России. Также Песков об этом заявлял. Поэтому все заголовками не будут довольствоваться и понимают прекрасно ситуацию. Но Лукашенко их обманет. Вот и все. Все очень просто. Он их обманет.
Да, он будет там играть для них медиатора, говорить, что да, ну и в конце концов вы знаете, чем это закончится. То есть запустит и давайте до свидания. Окей, дорогие мои, сегодня вот Белецкий делал заявление, сейчас я вам его прочитаю, непосредственно само заявление Белецкого. Белецкий призвал к немедленным реформам и раскритиковал мегапроекты власти. Главное из колонки командира третьего корпуса, пишет The Economist. Воевать дальше на энтузиазме мотивированных добровольцев нельзя, это топливо не бесконечное. Как видите, они говорят про 800 тысяч каких-то, да, там не пойми кого. Будет ли продолжаться война или наступит перемирие, армия должна немедленно измениться. 26-й год должен стать годом трезвости. Мобилизировать людей, не имея адекватной БЗВП, я даже не знаю, что это такое, и сержантского звена, путь к большим потерям. Обучение то, что Украина может начать завтра. Есть положительный опыт для масштабирования. Без обученного личного состава линия дронов и киллзона – это мегапроекты, бумажные генералы, проблема необходима. Точнее, бумажные генералы – это проблема, но необходима полная переаттестация офицерского состава и снятие барьеров для роста способной молодежи. Все решают люди и стратегия. Без них техника лишь металл. Ну, знаете, мне кажется, что он просто готовится к выборам на самом деле. Сейчас я вам хочу показать Арциз, который сидит без света, дорогие мои. Внимание, 13 дней у них блэкаут. В Арцизе реально 13 дней блэкаут, это чтобы вы понимали. Но еще есть страшнее новость, дорогие мои, что им обещают, что получат свет они только аж 26 декабря, дорогие мои. 26 декабря, это чтобы вы понимали. Поехали дальше. У нас... Новости из Китая. Китай доминирует в 90% случаев, точнее в 90% ключевых технологий мира. Согласно трекеру критических технологий ASPI, на 2025 год Пекин возглавляет 66 из 74 ключевых направлений, тогда как США только 8. Ну, там есть одно «но». Все чипы находятся непосредственно под США, дорогие мои. Поехали дальше. У нас политика пишет о том, что чиновники администрации Трампа оказывают сильное давление на европейские правительства, чтобы они отвергли репарационный кредит Украине. 4 источника в ЕС сообщили изданию, что лидеры ЕС не смогли договориться по вопросу замороженных средств в Брюсселе в октябре из-за позиции Бельгии, которая выступила против. Однако спустя 2 месяца стало понятно, что проблема не в Бельгии, а в администрации Трампа. Газета сообщает, видите, все туда на Трампа, все, вот он за русских, давайте сейчас будем... Вот смотрите, они вот вскруживают голову, да, вот этими фейками, вбросами, обманом и так далее. То есть, по сути, Трамп занимается своими делами, да, те, которые... А они мутят под Трампа разные вещи всякие. Вот там эта газета вбрасывает для тех, которые там голосовали за Трампа, что вот там, допустим, смотри, у них же там должны быть вот эти вот там промежуточные выборы, да, и вот они им вбрасывают, посмотри, какой Трамп плохой, он за Россию и так далее, там еще статистики показывают какие-то такие же, как украинский КМИС, да, что там большинство американцев поддерживают продолжение военной помощи Украине, и все в таком духе. Газета сообщает, что США провели кампанию влияния, в рамках которой представители администрации Трампа обходили Брюссель и велись закулисные переговоры напрямую с европейскими столицами. В результате Италия, Болгария, Мальта и Чехия присоединились к группе стран, не согласных с предложением. По словам высокопоставленного чиновника ЕС, шансы на соглашение по репарационному кредиту стали значительно ниже. «Мне хотелось плакать», — заявил он, описывая атмосферу на встрече министров ЕС в Брюсселе, которые готовились к саммиту, запланированному на четверг. Дорогие мои, какать тебе не хотелось, а не плакать. Окей, вы знаете, да, у нас отпустили подругу Тихановского. Ну, вот хочу вам показать. Ну, это все... Они друг с дружком рядышком. Поехали. Знаете, мне это очень нравилось, это очень странно. Мне действительно это понравилось, и я научилась очень хорошо шить. Более того,
были люди, которые отказывались от того, чтобы шить форму белорусским спецслужбам, а я была рада шить, потому что, знаете, когда шьешь, работаешь руками, и остается ДНК. Я с ними делилась, ДНК любви и свободы. Так что у всех этих людей, это тысячи, у них будет частичка свободы и любви. И добра, я надеюсь. Ну, вы поняли, да, всю эту кринжатину, да? Это же вообще уму непостижимо на самом деле. Окей, поехали дальше. Сейчас я чуть-чуть тут быстренько перекрутил туда, куда не нужно. Вот сейчас быстренько найду, ну, я же говорю, немножечко придется вам потерпеть вот эти вот мои подготовки. Дорогие мои, сейчас у нас основная тема дня – это уже подготовка к Венесуэле, дорогие мои, потому что Трамп уже готовится к ней. Вот он такой огромный спич написал. Сейчас я вам его прочитаю о том, что он говорит. Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они никогда не видели. Так они никаких ударов никогда и не видели. Это ты пришел к ним. До тех пор, пока они не вернут США всю нефть, с какого бока? Землю и другие активы, которые они ранее украли у нас. Вопрос, когда они украли Венесуэлу у них? Незаконный режим Мадуро использует нефть из этих украденных нефтяных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми и убийств и похищениями, за кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, венесуэльский режим был признан иностранной террористической организацией. Боже мой, так это Путину нужно взять прецедент просто. Вот, пожалуйста, бери и всех захватывай. Эстонию, Латвию, Литву, сразу же, да. Преступники забрали наши земли, забрали наше все. Пошел и я забирать туда. Заработали, взяли денег у Евросоюза, расплодили проституцию, наркоторговлю и так далее. Ну вот, хороший прецедент. Поэтому сегодня я объявляю полную и преимущественную блокаду, я не понимаю такого слова, преимущественно, всех санкционных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Ну, вот это вот его непосредственно заявление, которое он сегодня делал, дорогие мои, по Венесуэле. Ну, хочу сказать, вроде нормально отработали с новым оборудованием. Не знаю, как вам оцениваете. Будем продолжать набивать руку, набивать глаз, потому что, да, действительно легче читать с суфлера, потому что буквы больше, и они такие прозрачные, и я на вас смотрю, вы смотрите на меня, я никуда не отворачиваюсь, и шея у меня никуда там не падает ни вниз, ни вверх. Так что да, нормально. Отлично, дорогие мои. На этом, как говорится, я уже буду заканчивать. Вот. И, как говорится, я вас всех обнял.